Здорово, работяги! Мое приключение в Сталкрафте продолжается. Я уже добрался до бара и уже могу сказать, что освоился там и закрепился. Изучил игру и теперь могу смело поделиться тем, что вас будет ждать на мидгейме игры в этом ролике. А вы, работяги, тоже внесли свой огромный вклад в этот ролик. Ваша активность по тем видосам меня очень промотивировала. 40 тысяч просмотров, куча лайков и сотни комментариев. Если хотите продолжение по Сталкрафту, не сбавляйте обороты, поставьте лайки, подпишитесь на канал. Так вы ускорите выход нового ролика. Присаживайтесь поудобнее, готовьте чай, печеньки, бутерброды и начнем. Я прошел долгий путь, от болот до Фотона, от Фотона до Агропрома и от свалки до бара. Испытал много эмоций от страданий и побед, которые у меня лично были. Сегодня я поделюсь всем, что увидел, и покажу, что может там вас ждать. Это, так скажем, средний уровень айсберга. В прошлом видео мы затронули лишь верхушку, сейчас углубляемся. Еще в прошлом видео внимательные подписчики заметили, что я бегаю в танге. Да, этот броник был мною приобретен, потому что я не хотел себе морочить голову с прокачкой брони. И как же сильно я тогда ошибся, а бабки не вернуть уже, потому что аж до бара мне давали все, что нужно, и даже броню, которая держала на себе тяжкие условия зоны. Собственно, это вас и ждет. Если захотите начать игру, то у меня есть бонус для новичков. В прошлом видео я про него упоминал. Стартер пак поможет быстрее прокачаться и добраться до бара. Ссылки я кинул в описании. Бонусы все будут лежать в личном хранилище. Вот я сам зарегался и забрал все бонусы. Когда же начинается этот мидгейм? Итак, после того, как вы вкачали всю необходимую зеленку в ветках исследований, переключаемся на синьку и фиолетки ранга ветеран, и собственно тут начинается мидгейм. Что такое мидгейм в Сталкрафте? Это этап, когда вы полностью пройдете первую часть сюжета и будете качаться на локациях выше бара и на некоторых локациях с пометкой «Дикая территория». Это и есть вот тот мидгейм, и он будет длиться, пока вы полностью не оденетесь в фиолетовые вещи. Я решил идти по пути костюмов Скат 9, чтобы можно было исследовать зону и не потерпать от ПВП, и пока что из пушек собираю на грозу. А пока бегаю с пулеметом Дикобраза за квест и с винтовкой Шторм, которая выпала из лутбокса. Кстати, чуть позже будет open кейс на 5000 рублей, не пропустите, там вы сделаете для себя вывод, стоит ли донатить. Сделал квест на пулемет Дикобраза я с рандомом. Вообще так случайно получилось, я пошел на трясину сам. Но по пути на вражеской локе мне встретился бандит, который, казалось, шел в ту же сторону. Мы безопасно дошли и завершили данж. Если бы не я, его бы просто сожрал усиленный кровосос. Green Farm ресурсов – это то, о чем говорят все игроки, которые хейтят StarCraft, и те, кто играет. Кого-то это очень сильно выбешивает, и они забрасывают игру, для кого-то становится челленджем. Печально то, что часто я встречаю игроков, которые вот что-то хотели забартерить, сделали и все, потеряли смысл игры. И даже не ставят следующую цель перед собой. То ли нет мотивации, то ли люди быстро перегорают. Что же нужно фармить? Как вы знаете, чтобы что-то бартерить, нужно собирать ресурсы, которые вы меняете на элементы снаряжения, пушки и броню. Ресурсы добываются изо всех активностей в игре. Зачистка зомби, мутантов, военных, сталкеров и точки помощи союзникам. Также нужно искать металлодетектором схроны с деталями, и самое сложное для большинства игроков — это установки. Установки — это такая активность, где вы ставите аппарат, который майнит данные, и будут вылетать спрайты, которых нужно подбивать. И так, пока не закончится установка. Именно вот этот долгий фарм ресурсов раздражает большую часть комьюнити, но они, скрипя зубами, все это фармят. Например, с одной установки вам падает 7 данных альфа. Установка может проходить за 3-7 минут. И этих данных вам нужно, 170 штук, например. То есть, чтобы все отфармить, нужно потратить время. А еще плюс могут прийти сталкера и убить, или случайно попадешь в аномалию. И бежать забирать все это довольно нервный процесс. На локации Путь Дураков или Мертвый Город добываются более редкие ресурсы, необходимые для покупки более совершенного снаряжения. Да и в целом локации становятся сложнее. Монстры жирнее, а мобы более меткие. Со временем вы привыкаете, и на более ранних локациях у вас просто нет никаких проблем. Мое отношение к гринду нейтральное. Даже могу сказать, что люблю фармить, но смотря в какой игре. Я прошел Destiny 2, а это такая дрочильня похлеще, чем StarCraft. Там еще и деньги заставляют платить, чтобы играть в актуал контенте. Да, и сейчас почти каждая фри-то-плей игра или с гриндом, или с имбовым донатом. Так что нам выбирать только, где тратить свое время.
Фарм денег тоже важная составляющая. Например, сейчас я относительно спокойно бегаю на пути дураков и за одну ходку выношу неплохо так ресурсов и всякого хабара на 1050. А цены в игре не маленькие. Фиолетовая более-менее хорошая винтовка стоит от 3 миллионов. Если кому-то сложно фармить соло, PvE контент, собирайте пати и так проще. И ваши ресы сохранят, если что. А потом вы нафармите всей толпой и разделите между собой деньги. Но это нужны проверенные люди, которые не кинут. Фармить можно двумя способами. PvE гринд в классическом понимании и PvP в открытом мире. Суть PvP гринда заключается в чистке вражеских локаций и выноса всего этого добра на базу. Какой вам будет по душе, так и фармите. PvP фармом занимаются обе фракции, тут как бы грешны все. Мне писали: ой, ты больше 50 часов не наиграешь, забросишь, фу-фу-фу. Но не тут-то было, больше 130 часов уже в игре, и я не думаю останавливаться. В игре просто не нужно играть взахлеб, она будет надоедать, да и любая игра будет так надоедать, если постоянно в ней сидеть. Так что мой вам совет: после мидгейма играйте в кайф, не запаривайся о потерянном луте. Зона тут необычная. Сегодня ты потерял, а завтра приобрел в 2 раза больше. Еще хочу сказать, что рюкзаки с ресурсами на мидгейме становятся уже проблемой, их тупо не возвращают. Или выставляются сумасшедшие деньги на аукционе, и это, как я считаю, вина игроков. Жадных и алчных, которые твою сумку со 100 или более предметами могут просто продать за копейки скупщику. Но тут в противовес скажу, что есть реально добрые дядьки, которые или не лутают, или отправляют по почте бесплатно. Также на мидгейме будьте готовы к PvP в открытом мире, это будет неотъемлемой частью игры. На локациях будут пробегать противники или с целью наживы, или просто мимоходом. Нужно не забывать смотреть по сторонам и быть готовым. Еще вот заметил, есть такие себе бандиты-предатели, которые бегают в группе со сталкерами и сливают инфу о расположении бандитов. И сталкеры фармят бедных бандитов, которые ничего не подозревали. Также есть кемперы, которые сидят на переходах, особенно после выброса. Но это не проблема, если вы ходите не один, а с группой. Смесь вот этого PvP и PvE может быть для кого-то проблемой. Но когда привыкаешь, то готов дать отпор любому и вынести больше хабара. Броня и экипировка на мидгейме начинает показывать себя по полной. Есть различие то, что качаешь. Я, например, понял, что обязательно нужно качать научный костюм, чтобы ходить по аномалиям, комбинированного мало. Боевая броня вообще только для PvP забегов и все. Она не годится ни для чего больше. Происходит изучение контента и понимание игры. Донат. Стоит ли донатить и открывать кейсы? Какой шанс получить что-то хорошее? Вместо слов давайте покажу вам свой open кейс, что я получил. Ну и пушки тут гаусс, куда такое чисто. По приколу. Дерзай, я не знаю, что из этого выйдет. Капец. Магазин! Блин, вот этот магазин стоит 2 ляма. Офигенный первый кейс, я доволен. Тонга. О, братан, тебе танга. Все. Да. Нарешал костюм. 9 миллиметровые. Не смей! Ха, хотя бы так. С гранатометом. Блин, до глушителя чуть не хватило. Аук, да ну. Господи. Это стрельная штуковина. 9 миллиметров. Сейчас будет что-то хорошее. Нет. Какое говно, я в шоке. Вообще, полный трэш. Не знаю, стоит ли оно того, но как бы вот так. Группировки. Стоит ли вступать? На данный момент я не готов дать точного ответа. Но могу сказать, что если вы собрались в группировку, то кроме сталкеров, как у меня, у вас еще будет врагами и противоположная группировка. На данном этапе я уже вкачал себе 7-й уровень репутации бара на пути дураков. И передо мной стоит выбор, куда вступать. В Завет или в наемники. Вообще поначалу я хотел в наемники, но на мое решение можете повлиять именно вы. Пишите комментарий, куда мне вступить и почему. Помогите мне с решением, куда вступить. Еще хотел бы сказать большое спасибо людям, которые пояснили, что происходит в игре. Вот только за один видос ко мне добавилось почти 100 человек. Некоторые просто добавились, а кто-то даже написал. Добавился в группу и помог понять, что да как тут происходит в игре. Вы сделали свой вклад в этот ролик. Что же я хотел бы сказать по итогу мидгейма? Стоит ли это вашего времени и нервов? В видео я постарался отобразить все плюсы и минусы игры, но как по мне в проекте
больше положительных черт, чем негативных. Просто не нужно взахлеб играть, а кайфовать от игры. Даже на мидгейме есть чем заняться. Соберите все коллекционные пушки, испробуйте все типы брони, найдите редкие артефакты и начните карать всех на уровне в PvP. Я не ставлю точку на проекте. Это лишь очередной перевалочный пункт на долгом пути Егорки Меткова. О, сержант Цибуля. Ну, работяги, вот такой ролик получился. StarCraft не перестает дарить мне разные эмоции. Как вам вообще ролик? Пишите комментарий, что думаете, все прочитаю и отвечу. Также прожимайте лайки и делитесь видосом с друзьями. А я пойду по бескрайним пустошам в поиске достойных вашего внимания игр. Спасибо, что провели все это время со мной. Всем пока и удачи, работяги. Буэнос диас. Vamos, петуя, пластики, ластики, ластики. Ромашки, ромашки, ромашки. Вишни, черешни, Надійте мурашки, фуражку,